Штурмовики Ил-2 немцы называли «черной смертью». Самым массовым самолетом Второй мировой войны считается советский штурмовик Ил-2. Всего их было построено около 36 тысяч штук. Этот самолет стал символом воздушной мощи Красной Армии. Висящие над головой врага бронированные летающие танки наводили ужас на врага. Немцы дали Ил-2 прозвище «Цемент-бомбер» – цементированный бомбардировщик, за его способность выдерживать попадание пуль и снарядов противника, и «Шварцер Тод» – чума, черная смерть. Наши же пехотинцы прозвали Ил-2 «Горбатый» за его характерный силуэт. Висящие над головой немцев самолеты, засыпающие снарядами и РСами, реактивными снарядами, позиции врага, были помощниками нашей армии. Их массированные удары прокладывали победный путь Красной Армии к Берлину. Ил-2 по праву считается самым лучшим штурмовиком Второй мировой войны. Идея создать специальный бронированный самолет-штурмовик появилась у руководства ВВС Красной Армии после изучения опыта использования самолетов в гражданской войне в Испании. Применявшиеся для штурмовки наземных войск противника разведчики и истребители показали высокую уязвимость в условиях сильной ПВО противника. В начале 1938 года начальник первого главного управления Наркомата оборонной промышленности Сергей Илюшин направил докладную записку на имя Сталина, в которой говорилось: при современной глубине обороны и организованности войск, огромной мощности их огня, который будет направлен на штурмовую авиацию, штурмовая авиация будет нести очень крупные потери. Наши типы штурмовиков, как строящиеся в серии Вулти, ХАИ-5, так и другие, Иванов, конструктор Сухой, и Иванов, конструктор Неман, имеют большую уязвимость, так как ни одна жизненная часть этих машин, экипаж, мотор, маслосистема, бензосистема и бомбы, не защищена. Это может в сильной степени понизить наступательные способности нашей штурмовой авиации. Поэтому сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика или, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части забронированы. Сознавая потребность в таком самолете, мною в течение нескольких месяцев велась работа над разрешением этой трудной проблемы, результатом которой явился проект бронированного штурмовика. Для осуществления этого выдающегося самолета, который неизмеримо повысит наступательные способности нашей штурмовой авиации, сделав ее могущей наносить сокрушительные удары по врагу без потерь или с очень малыми потерями с ее стороны, прошу освободить меня от должности начальника главка, поручив мне выпустить самолет на государственные испытания в ноябре 1938 года. Задача создания бронированного штурмовика исключительно трудна и сопряжена с большими техническими рисками, но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех берусь за это дело. Так, в инстинктивном порядке, гениальный советский авиаконструктор Сергей Илюшин и начал работу над самолетом, обессмертившим его имя. При этом он сам предложил перевести его на нижестоящую и более ответственную должность. Работа над бронированным самолетом-штурмовиком была сложной, прежде всего из-за того, что первоначально он задумывался как двухместный одномоторный самолет смешанной конструкции. Главная изюминка штурмовика – включение бронированного корпуса в силовую схему планера самолета. Броня корпуса стала каркасом и обшивкой всей носовой средней части фюзеляжа. Бронекорпус изготавливался из гомогенной стальной брони, надежно защищавшей двигатель, кабину пилота, радиаторы и некоторые другие агрегаты. Прозрачное лобовое бронестекло козырька кабины пилота имело толщину 64 мм и выдерживало попадание пули 7,62. Сложность же заключалась в том, что изначально самолет проектировался как двухместный, но потом, по указанию руководства ВВС Красной Армии, поступило указание переделать уже почти готовый опытный экземпляр штурмовика в одноместный. На месте бортстрелка был установлен дополнительный топливный бак и дополнительное бронирование. Все это отрицательно сказалось на центровке самолета. Но уже после начала войны, столкнувшись с большими потерями одноместных Ил-2, которые не имели в задней полусфере оборонительного вооружения, командование ВВС Красной Армии потребовало от Илюшина вновь сделать самолет двухместным, что и было исполнено к концу 1942 года. Однако, чтобы не останавливать производство, Сталин писал на завод, который изготовлял Ил-2, что их самолеты нужны фронту как воздух, как хлеб. Бронекорпус остался прежним, а бортстрелка посадили вне бронекорпуса, оставив практически беззащитным от вражеского огня и защищенным лишь 6-мм листом брони со стороны хвоста. При этом защита пилота сзади была достаточно сильной, поперечной броней марки ХД толщиной 12 мм, плюс 6 мм бронеспинка. Для сохранения изменившейся центровки все же пришлось сделать консоли крыла стреловидной формы. Штурмовик Ил-2 был низкопланным, смешанной или однородной конструкции, первоначально деревянно-металлической, со смешанной металлической фанерным платяной обшивкой.
позднее цельнометаллической с металлическо-платяной обшивкой. Это оказался рулей. В центроплане размещались бомбоотсеки, а по краям от них находились гондолы для ниш шасси. Вооружение размещалось в отъемных частях крыла, а в правой части центроплана, почти у фюзеляжа, находился заборник воздуха в карбюратор. Фюзеляж делился на две части – переднюю броневую и заднюю смешанную, либо цельнометаллической конструкции. Работающий бронекорпус закрывал всю переднюю часть фюзеляжа со всех сторон, заканчиваясь за кабиной пилота. Задняя часть фюзеляжа была деревянной и присоединялась к бронекорпусу при помощи крепежных болтов. Броня, выполняющая роль конструкции, была изготовлена из броневой стали в виде отдельных плит толщиной 4,6 мм, собираемых затем воедино. Только в передней части бронекорпуса, в которой размещался двигатель, использовалась система подвижных и съемных плит. Сам пилот размещался в хорошо забронированной кабине, которая, однако, превращалась в смертельный капкан ввиду часто заклинивающегося из-за деформации брони фонаря кабины. Дополнительным недостатком такого бронирования кабины был очень плохой обзор, что было результатом использования для ее бронирования стали, а не бронестекла. В противоположность пилоту стрелок находился в почти незащищенной кабине под небронированным фонарем, открывавшимся на правый борт. Воздушный стрелок сидел на поперечной брезентовой ленте, сразу за бронеперегородкой заднего бензобака. Крупнокалиберный пулемет УБТ, универсальный Березина, турельный, калибр 12,7 мм с боезапасом 150 патронов, был установлен на полутурельной установке. Особенно эффективным оружием Ил-2 оказались появившиеся летом 1943 года кумулятивные противотанковые бомбы ПТАП. Одного попадания было достаточно, чтобы вывести из строя любой немецкий танк или самоходное орудие. А на борту Ил-2 могло поместиться от 192 до 220 таких бомб. В первые дни Курской битвы, когда были впервые применены эти бомбы, эффективность ударов Ил-2 по танкам действительно значительно возросла. Так, 7 июля 1943 года два удара 79 самолетов 1-го штурмового авиакорпуса 2-й воздушной армии Воронежского фронта по скоплению техники дивизии СС «Тоттенкомпф» на южном фасе Курской дуги привели, как показала дешифровка фотоснимков поля боя, к поражению более 200 танков, самоходок и бронетранспортеров. С начала войны Ил-2 летали в основном без радиостанции, и только с 1942 года началась установка радиостанции РСИ-4 на машинах командиров и приемников на самолетах всех остальных. В состав топливной системы входили два, а позже три бака, располагавшиеся перед, под и за кабиной пилота. Главный бак вмещал 350 литров топлива, а остальные 540. Стандартное вооружение двухместного самолета состояло из двух пулеметов ШКАС 7,62 мм и двух пушек ВЯ-23 калибр 23, имевшие боезапас 300 снарядов на пушку, установленных внутри крыльев, а также одного пулемета УБТ 12,7 мм с запасом 150 штук патронов в кабине заднего стрелка. На первых моделях Ил-2 с лета 1941 года в крыльях устанавливались две пушки ШВАК калибра 20 мм с боезапасом по 200 снарядов на ствол. Пулемет ШКАС имел массу 10 кг, скорострельность на 1800 выстрелов в минуту. Пушка ШВАК имела массу 45 кг, а начальная скорость снарядов составляла 800 метров в секунду. Пушка ВЯ была тяжелее на 21 кг, начальная скорость ее снаряда 900 метров в секунду. Бронебойные снаряды пушки ВЯ-23 могли пробить броню толщиной 25 мм на дистанции 400 метров. Стандартное подвесное вооружение штурмовика Ил-2 состояло из 400-600 кг различных бомб, а также 4-8 ракет РС-82. Максимальная масса всего подвесного вооружения, ракеты и бомбы, не могла быть больше, чем 800 кг, так как после этого самолет становился уже опасным в полете. Но даже при стандартной полной загрузке бомбами, ракетами и снарядами возникали серьезные трудности в управлении самолетом. Наиболее часто использовали осколочные бомбы, а также осколочно-фугасные. Фугасные, бронебойные, фосфорные и зажигательные. Последняя была также сложна в использовании, как и фосфорная. Однако, в отличие от фосфорной бомбы, была выполнена в виде кассеты, наполненной 30 круглыми бомбочками с КС, по 4 кассеты на Ил-2, и подвешивалась во внутренней бомбоотсеке. Использовались бомбы 4 калибров – 2,5, 50, 100 и 250 кг. Наиболее часто применялись 100-килограммовые бомбы, но широко использовались и самые маленькие из них массой 2,5 кг. В начале войны они повсеместно применялись как противопехотные. Но с 1943 года в этих бомбах разместили 1,5-килограммовый кумулятивный заряд, предназначавшийся для борьбы с танками. Очень интересен тот факт, что эти бомбы загружались в бомбоотсеки поодиночке, и это занимало у оружейников до 30 минут. Летчики называли их «капустой».
Дополнительным вооружением были ракеты. Использовались 3 вида ракет. РС – реактивный снаряд стандартный. Форс – фугасно-осколочный реактивный снаряд. Новая головка с насечками и новая более мощная боевая часть. А также РБС – реактивный бронебойный снаряд. До 1944 года, когда были введены бронебойные ракеты, РС были неэффективны в борьбе с танками врага, ибо их относительно небольшая взрывная сила была не в состоянии пробить танковую броню. Они могли уничтожить, разбить, либо вывести из строя только то, что находилось снаружи танка, но не внутри. Наоборот, снаряд РБС-82 уже мог пробить броню толщиной 50 мм, а его большой братец РБС-132 даже 70 мм. Бомбы можно было сбрасывать либо сериями, либо поодиночке. Стрельба из крыльевого вооружения производилась благодаря 2 спусковым механизмам из электрического до пулемета и электромеханического для пушек. В соответствии с официальной статистикой штаба ВВС Красной Армии, всего за 1941-1945 годы СССР потерял 23 тысячи штурмовиков. Из них 12,5 тысяч составили боевые потери. Общая выживаемость Ил-2 за войну составила около 53 самолетов-вылетов на одну безвозвратную потерю. В течение всей войны выживаемость штурмовой авиации была ниже, чем в бомбардировочной и истребительной, несмотря на то, что Ил-2 превосходил по защищенности все советские самолеты. Отмечались случаи, когда самолет самостоятельно возвращался с боевого задания, имея более 500 пробоин в крыле и фюзеляже. После восстановительного ремонта, проводимого силами полевых армейских мастерских, самолет возвращался в строй.